Добрый день, дорогие друзья! Этот выпуск, как и предыдущий, подготовлен по предложению зрителей канала. Сегодня мы познакомимся с Maudi Desk Salon 41, а в следующем выпуске будет рассказ о Halber Craftsy 40C и небольшое сравнение этих двух лодок. И это не случайно, так как обе эти лодки имеют практически одинаковый размер, и обе эти лодки были представлены на Düsseldorf Boat Show 2020. По традиции краткая история верфи. Maudi – английский бренд парусных яхт. Верфь Maudi основана Джоном Maudi в 1827 году в городе Суонвик на берегу реки Хэмбл. В начале своего пути верфь занималась в частности ремонтом рыболовных судов. Когда Джон Maudi умер в 1880 году, он оставил бизнес своему сыну Александру, который также начал строить небольшие лодки. Более века спустя, в 1935 году, верфь Maudi выпустила свои первые парусные яхты из дерева. Первая модель Windlass была разработана Харрисоном Бэтлером. В том же году участок в Суонвике был расширен, чтобы компания могла строить яхты большего размера. В 1965 году верфь Maudi начала производить парусные яхты из стекловолокна, которые быстро стали популярны за их комфорт и пригодность для дальних путешествий. Благодаря проектам таких морских архитекторов, как Лорен Джайлс, Ангус Праймроуз и Билл Диксон, Maudi превратилась в ведущего европейского производителя парусных яхт. Мировой нефтяной кризис 1973 года и последовавший за ним спад на рынке побудили Maudi объединиться с Дэвидом Кингом из компании Marine Projects Ltd, производителя моторных яхт Princess. Сотрудничество двух компаний было очень успешным. Они производили до 400 парусных яхт в год длиной от 27 до 64 футов. В связи с падением продаж в сфере парусных яхт компании прекратили свое сотрудничество в 2003 году. За 30 лет сотрудничества они разработали 39 моделей и продали 4233 лодки. В поисках новых производственных цехов Maudi нашло нового партнера в лице VT Halmatic Ltd. Был запущен новый модельный ряд, состоящий из моделей Maudi 49, Maudi 56 и Maudi 66. В 2005 году семья основателей продала верфь компании Primer Marinas Ltd, и через год производство было прекращено. Но в 2007 году немецкая компания Hansa Yachts приобрела бренд Maudi и начала производство недавно разработанных моделей парусных яхт Maudi. Кроме того, Hansa Yachts назначила Билла Джонса архитектором всех новых моделей Maudi. Таким образом, с 2007 года Hansa Yachts выпускает более спортивную линейку яхт Hansa и более респектабельную линейку яхт Maudi. По традиции напомню, что на канале Идеальный круизер мы анализируем техпараметры разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Джон Холтроп – морской инженер и конструктор. На основании анализа более 400 проектов известных яхтенных конструкторов составил так называемый эталонный проект крейсерской яхты. Итак, Maudi Deck Salon 41. Материал корпуса GRP. Палуба из стеклопластика с противоскользящей поверхностью. Тик на боковой палубе, днище кокпита, сиденьях в кокпите и платформе для купания. L-образный киль. Материал балласта чугун. Руль направления из стеклопластика и водостойкого алюминия. 2 рулевых колеса. Носовое подруливающее устройство 12 вольт. Дизель Янмар 57 лошадиных сил. Дизайн Dixon Yacht Design. В 2020 году Maudi DS41 была удостоена звания круизной яхты года за первоклассный комфорт, безопасность и роскошь в яхте. Известная мне цена новой яхты примерно 500 тысяч фунтов стерлингов.
Длина корпуса по палубе 39,4 фута. Длина корпуса по КВЛ 37,6 фута. Ширина корпуса максимальная 13,9 фута. Осадка 7,5 фута. Водоизмещение 25 574 фунта. Площадь парусности 893 квадратных фута. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Maudi Dex-Salon 41 значение фактора энерговооруженности равно 16,53. Значение соответствует эталону круизной яхты. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 214,78 означает, что лодка довольно легкая для своего размера. Значение существенно меньше, чем у идеального круизера. Это плюс к условному драйву. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Maudi Dex-Salon 41 значение равно 31,14. Это немного меньше эталона и добавляет плюс к условному драйву. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,83. Это хорошее значение, но больше, чем у эталона круизера. Плюс к условному драйву. Фактор балласта. Это один из показателей остойчивости. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению. Значение 0,27 означает, что балласт играет менее значимую роль и в данном случае отдано предпочтение остойчивости формы. Это плюс к условному драйву. Стройность корпуса. Характеризует относительную ширину корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине. Для крейсеров более характерны умеренно стройные корпуса. Эталонный показатель равен 3,4. Для Maudi Dex-Salon 41 значение равно 2,83. Это значит, что корпус значительно шире эталона. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. Обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности из расчета 2-3 лошадиные силы на тонну. Для эталонного проекта крейсерская яхта лежит в диапазоне от 7,56 до 7,58 узла. В нашем случае скорость корпуса равна 8,22, что значительно выше, чем у идеального круизера. Плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Maudi 41DS значение равно 1,07. Это соответствует значению эталона и говорит о сбалансированности длины лодки, водоизмещения и площади парусов. Это плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Значение 1 370 795 фунта на фут в квадрате соответствует значению идеального круизера. Плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Период качки зависит от момента инерции. Период бортовой качки судна обратно пропорционален его остойчивости. У неостойчивых судов большой период бортовой качки, у остойчивых – малый. Для Maudi Dex-Salon 41 период равен 3,43, что хуже эталонного значения. Добавим плюс к условному драйву. Показатель устойчивости.
Эмпирический показатель, описывающий влияние периода бортовой качки и ширины корпуса на устойчивость. Лодки со значением до единицы считаются остойчивыми, более 1,5 единиц – валкими. Значение 0,81 говорит о том, что лодка остойчивая. Значение меньше, чем у эталона, плюс к условному драйву. Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Maudi DS-41 значение ускорения бортовой качки равно 0,1 G. Значение находится на пределе допустимых значений, но не превышает допустимой величины. Подведем итог по Maudi Dexalon 41. Рейтинг по набранным баллам 8,2. Шкала Comfort Drive говорит нам о том, что лодка склонна к динамике. Информация с официального сайта верфи подтверждает энергичный характер яхты. Если посмотреть на индикаторы, то видно, что много индикаторов попадают в диапазон эталона. Длина корпуса по палубе, водоизмещение, площадь парусности, фактор энерговооруженности, фактор комфортности почти попадает, фактор скорости, момент инерции, хорошее значение риска опрокидывания. Но другая часть параметров выглядит похуже, и причина этого очень широкий корпус. Это вносит разбалансированность в общую картину. В этой яхте основной приоритет все же отдан большому жизненному пространству и комфорту. И снова приходится повториться, что любая лодка – это компромисс. Если где-то чего-то больше, то значит где-то чего-то обязательно меньше. Во всех комплектациях я вижу всего 2 каюты на 2 человек каждая. И это не чартерный вариант или очень дорогой чартерный вариант. Все же это лодка для собственника. Для собственника, для которого самое важное – это комфорт. По набранным баллам Maudi Dexalon 41 занимает 10-е место в рейтинге «Идеальный круизер», несколько реабилитируя Exploration 45. У меня есть ощущение, что диапазон между Garcia 45 и Trintella 5 значительно шире, и скорее всего мы увидим там еще много лодок. Итак, на первой странице рейтинга. Первое место Halber Crassi 42 FM Mark II. Второе место Island Packet 40. Третье место Trintella 4. Четвертое место Sirius 40 DS Twin Kill. Пятое место Cherubini 44 Catch. Шестое место Nauticat 40. Седьмое место Trintella 57A. Восьмое место шхуна Cherubini 48. Девятое место Garcia Exploration 45. Десятое место Maudi Dexalon 41. На второй странице 11 место Bavaria 42. 12 место Trintella 5. 13 место CNC 35 Mark I. Друзья, для тех, кому срочно нужна информация по одной или нескольким лодкам и нет возможности ждать интересующего вас выпуска, я предлагаю воспользоваться сервисом Patreon. Ссылка под видео. Суть понятна. Вы становитесь патроном и в зависимости от ваших потребностей можете получить отчет по 1, 3 или 6 лодкам в месяц. Если это разовая потребность, то вы можете стать патроном на 1 месяц. Отчет будет оформлен в виде страницы, которую вы сейчас видите на экране, и по вашему желанию будет отправлен на ваш e-mail, либо выложен в виде минутного видео. E-mail моего канала perfectcruiser.list.ru. Если вы хотите просто поддержать мой канал, то это также можно сделать через Patreon. Благодарю зрителей канала Дед Махор и Ларри Боулс за предложение рассказать о Maudi Dexalon 41. Следующий выпуск, как я и анонсировал выше, будет посвящен Halber Crassi 40C и сравнению Maudi Dexalon 41 и Halber Crassi 40C. Не пропустите и подписывайтесь на мой канал. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный круизер.